Heartbreak House, a fantasia in the Russian manner on English themes, is a play written by George Bernard Shaw, first play at the Garrick Theatre in November 1920. The work argues that cultured, leisured Europe was drifting towards destruction, and that those in a position to guide Europe to safety failed to learn their proper business of political navigation. Меня зовут Алена. Меня зовут Егор. Мы живем в Буче. Тут сейчас наш дом. Я в Донецке родилась, и Егорка тоже. Мы здесь живем 5 лет. Егора здесь пошел в школу, 1 класс. Когда в 2014 году война вошла в наш дом, и она не прекращалась. Было предчувствие, что сейчас что-то начнется. Машины были заправлены. Я 2 суток собирала пакеты, технику. Приехала домой уже с высокой температурой, начала заклеивать окна. В спальне были заклеены окна. Я говорю, давай тебя сфотографирую на всякий случай. Вдруг мы завтра уже в другом мире проснемся. Резко поднялась где-то в 20 минут 5-го. Я посмотрела в Facebook и увидела, сейчас будет Путин выступать, готовится прямой эфир. И я поняла, что сейчас будет объявление войны. Я подскочила, забежала на кухню, поставила чайник, сделала кофе, начал Путин выступать. Буквально за 5 минут уже была одета, начала сумки выбрасывать к порогу. Быстро разбудила мужа, разбудила сына. Егорка поднялся и говорит, что такое, что такое? Я говорю, не переживай, война началась. Он говорит, это плохо. Жизнь поделилась на до и после. До 24 числа мы жили обычной жизнью, мы готовились к началу нового сезона 2022. То есть мы должны были начинать первую смену, у нас уже тематика всех смен разработана. Мы в ожидании детей были, коллектив уже школу вожатого прошли. 24-го случилась война, и нам привезли детей, эвакуированных с Донбасса, с линии обстрела. Детей привезли к нам ночью. В 2 часа ночи мы встретили детей, а в 4 уже стали бомбить Киев. Нас вместе мы 7 дней мы все-таки прожили в Артеке. Мы пересидели в подвалах большую часть этого времени, и дети, и мы. Слышали грады, слышали бомбы, взрывы. И на 7-й день было принято решение, что надо эвакуировать этих детей, потому что подобрался враг уже слишком близко, и дети были тоже в зоне обстрела. И 3 марта мы
выехали на Закарпатье. 153 ребенка. Все дети имеют статус сироты, либо позбавлені батьківського піклування. Дети, которые там у себя в Донецке учились в коррекционных классах. Ну, то есть это если ребенок как бы должен учиться в 8 или 9 классе, а учится по программе 5 класса. Ну что снимаете? Снимаем документальный фильм про вас, девчат. Да. Ого. Как тебя зовут? Маша. Маша, расскажешь свою историю? Где ты родилась? Я со Славянска. У меня нету мамы, папы и бабушки, и все. Остался дедушка, дядя и братья и сестры, и все. Здравствуйте, мне 13 лет, меня зовут Татьяна Александровна Навы. Я в приюте уже 4-й год. Меня зовут Кристина, мне 11 лет. У меня осталась только одна сестра. Ее зовут Ангелина, ей 9 лет. У меня семьи больше нет. Мама умерла из-за коронавируса, а папа с бабушкой попали под пулю. Ну, произошла трагедия для нашей Украины. То, что произошла такая баталия между Россией и Украиной. Сколько пальцев показывают? Сколько? 1 и 5. Сколько вместе будет? 4. Да? Сколько пальцев? Ну так чем ты занят, расскажи. Ну, в основном ничем. Ничем не занят? Нет. То есть ты мог бы и сейчас почитать? Ну, мог. Мог, да? Ты не... Ну, когда я был в школе, короче, я читал до начала букварь. Букварь мне не очень сильно понравился, но я его вот так, вот у нас парты, но я его просто вот так на парту так клал, на крестах парты, и все, И не читал? И не читал? Не читал полностью его, я так только буковки знал, А, Б, В. Давай почитаем уже, я понял. Да, я понял. А, да, Б, Б, В, Г, Д, Е, нет, Е, Ж, В, И. Де-факто они перемещены, вот, а де-юре они находятся на оздоровлении в Артеке, потому что сейчас именно в этот момент происходит акт передачи вот этого предприемства деятельности, которое до сегодняшнего дня санаторий Човен, а как будет подписание документов о передаче Артеку, то это будет филиал Артека. То есть люди там, которые есть опекунами этих детей, они не понимают, что будет дальше. В таком же где-то непонимании находимся, наверное, и мы. Точно знаю, что до окончания войны они будут с нами. Привет. Как тебя зовут? Ангелина. Ты откуда? С какого города? Из Торецка. С
Сколько тебе лет? 7. Расскажешь, как ты сюда попала, зайчик? Помнишь? Я не знаю, как я сюда попала. Не знаю. А какое твое любимое блюдо? Торт. Торт? Сейчас будет самое интересное. Теперь поем, да? 5, 6, 7, 8. Не слышу! Ты совсем не помнишь своих родителей, да? Тебе здесь нравится? Да. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так. А ти готова? Так. 1, 2, 3, літак, лети. А ти лети, у далекі світи. А ти лети, у далекі світи. Тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так. А ти готова? Так. 1, 2, 3, ракета лети, а ти лети, далекі світи, а ти лети, далекі світи. Веретеновка. 2 жилых частных дома. Отойдите от машины. Погибших не знаем. Скорая помощи, все сюда. Это самое страшное место в Буче. Самое страшное. Здесь была эксгумация братской могилы. Возле церкви стояли в белых одеждах волонтеры. Мирные жители, которые были во время оккупации в Буче. То есть они своими глазами видели, как расстреливают людей. И я попросила, чтобы для истории я их сфотографировала. Это как самое жуткое воспоминание этой войны для меня, этот кадр.
хорошо нас здесь принимают, везде, во всех заведениях, где мы были, нас принимали просто изумительно, просто до слез. Благодарность, конечно, всему Закарпатью, этим людям. Вот. Очень сильно помогали волонтеры. Волонтеры просто, вот машины не выезжали со двора, вот где мы жили с детьми. Вот просто одна машина выезжает, другая заезжает. Везли все. И химию бытовую, и продукты. Очень много одежды, игры, игрушки, канцтовары. Все. Ну, произошло так, что я заказал через новую почту наркотические вещества. Для себя? Да, для кого еще? Для себя. То есть ты не продавал их никому? Нет. Ну, получается, что как угостил, но не продавал. Сереж, ты считаешь себя хорошим человеком? Ну, вообще да. Ты хотел бы повернуть назад время? Чтобы исправить это? Или чтобы тебя не поймали? Да, очень хотелось бы. А что было бы, если бы мальчишка, который попал в скорую по твоей вине, умер? Меня посадили бы. Добре, зараз дивіться, поки з вами ще будуть тут розмовляти, нам треба буде із кімнати, котрі були учасники тої події, коли були з наркотичними засобами. Хто то був? Сашка, передай. Я совершил ошибку, каждый из нас, иногда опускается, и каждый, еще имеет, мне кажется, еще имеет шанс, чтобы справиться. Ты хочешь получить этот шанс? Естественно. Ласка, любовь – это неведомое им, а вот кулаки и локти, и колени – это да, это то, чем они гребут по жизни. Есть много детей, которых брали, оформляли опекунство, а потом возвращали обратно в интернат, потому что, игрушка не подошла. У каждого началась оттепель в душе, что здесь им хотят добра. Здесь те люди, которые рядом с ними, их никто не будет бить здесь, никто не будет их унижать. Им будут давать любовь, внимание, заботу. Они потихоньку начинают отвечать тем же. Пошел обратный процесс, к счастью. Терпенские Липки, жилой квартал. Можно сказать, это последние дома крайние со стороны Гостомеля. Вот. И здесь они так достаточно сильно пострадали. Мимо этого дома я сына возила в школу каждый день. Это война, моя война. Она задела лично меня, мою семью, мою жизнь, мою родину. И эта война за свободу, за мою личную свободу, за мою землю, за мою родину. У меня есть сестра, которая неделю назад родила, ей 20 лет исполнилось, 1 июня. Страшно ли было рожать именно в городе Харькове? Зачем я буду выезжать с Харькова, если это мой родной город? Пусть эти уезжают отсюда. Но их сюда никто не звал. Я в своей стране, в своей территории. Так что я отсюда никуда. И мой ребенок родится именно в Украине, там, где я родилась. War. Millions of families broken. Hundreds of thousands of houses ruined. Their owners turned into vagabonds in their own land and across the world. You just can't postpone a childhood, and that turns the children of war into most defenseless of all its victims. This photo is called Unknown Victim Number 1.
Later we figured his name. Simon. Simon is the first victim of this war. His parents, all of his family, killed under Russian shellings. On 1st of March 2022, Simon died. 690 children wounded, 360 killed during this war. We are able, thus obliged, to turn a heartbreak house the children of Ukraine are living in now into a house where life bursts through the circumstances of war. Just like this tulip bursting its way through the impossible in Odessa.